Что вы знаете про социализацию, социальную адаптацию, как у людей, так и у собак? Ну, скорее всего, вы считаете, что социализация это означает уметь дружить со всеми. Или наоборот, что это способность знакомиться со всеми подряд. На самом деле все немного не так. Социализация для меня это умение знакомиться с другими. Это не обязательно умение со всеми играть. Или наоборот, даже не обязательно не враждовать. Это умение вести себя правильно в социуме. И это и нужно понимать как правильная социализация. И у собаки это точно так же. Задача не в том, чтобы вы заставили свою собаку играть со всеми. Нет, ни в коем случае. Не со всеми в городе вы можете лично здороваться, играться, заниматься и беситься. Вы люди, то есть со своими, к примеру, сверстниками. Всегда есть необходимость сторониться от некоторых людей. Они могут быть разные, больные, заразные. Любые могут быть люди, к которым вам лучше не подходить и с которыми вам лучше не знакомиться. И вот так же мы понимаем социализацию с собакой. Не просто дурачиться и беситься, не просто в глупую жрать друг друга, играя или еще что-то подобное, а соблюдать правила культурного, приличного поведения. Вот это для меня в первую очередь социализация. И точно так же вы должны понимать, человек, живущий где-то на отшибе, где-то в горах, в одиноком домике, может быть вполне социализирован. Он может культурно себя вести в обществе, он может ходить в театр, он может знакомиться с разными людьми, он может это, но это не означает, что ему это будет нравиться. Но это же не означает, что этот человек не социализирует. Социализация – это правила и нормы культурного поведения, то, которое вам будет уместно для вас лично и в том обществе, где вы живете. Где-то в некоторых странах есть собаки, которые в целом мало играются с другими собаками. И точно так же важно уточнить, что социализация – это не только поведение собаки с другими собаками. Социализация – это также поведение с другими людьми и другими раздражителями. То есть это норма поведения в социуме в целом. Просто у человека это все заключено где-то в законы, нормы морали, ответственности за плохое поведение, а где-то культура. Это не наказуемо, это не культурно. Это часть как раз-таки то, что мы можем назвать социализацией, социального поведения как такового в обществе. Ваша задача запомнить, никогда нету необходимости знакомить собаку со всеми подряд собаками или со всеми подряд людьми. Всегда нужно уметь где-то ограничивать в этом, а где-то наоборот научить вести себя с ними правильно. Ну то есть пройти мимо какой-то собаки, не трогать ее, она может заболеть, она может еще что-то сделать. Допустим, лучший друг вашей собаки там какой-то Бобик соседский, и тут у него лишай. И ваша собака в этот момент не понимает, почему нельзя знакомиться с Бобиком, почему с ним нельзя поздороваться и поиграть. А вы понимаете, что у собаки в этот момент лишай. Вы как хозяин вводите правила и нормы, исходя из той ситуации, в которой вы непосредственно находитесь. И точно так же наоборот. Вы идете к этому Бобику, вы идете познакомиться, поздороваться с ним, поиграться, побеситься, на площадку идете или в парк идете, это не имеет значения. Вы в любом случае идете туда спокойно. Это тоже часть социализации, социальной адаптации. Не просто давать бежать туда бездумно и кусать этого Бобика, а дойти правильно, дойти спокойно, не тянуть, не бежать. И это тоже часть социализации, социальной адаптации к окружающему вас миру. И мне часто на занятиях задают вопрос, а у меня собака не играет с другими собаками, что ж мне делать? У вас нету цели заставить собаку играть с другими. Нужно понимать, что собака захочет поиграть, она поиграет. Если она не хочет играть, в этом тоже ничего страшного нету. Ваша задача заставить собак не враждовать между собой. Это принципиально важно в социуме. Если вы лично не играете, не дружите, не знакомитесь со всеми подряд на улице, это не делает вас несоциальным. Также собака. Ваша собака может не играть ни с кем. И наоборот, она найдет того, возможно, одного своего любимого друга Бобика в дальнейшем, с которым она по темпераменту подходит. У них одинаковый стиль игры, одинаковая мягкость или наоборот одинаковая грубость. Им вполне комфортно вдвоем играть. И таких собак, конечно же, будет много. Это же не обязательно одна собака. Но не заставляйте свою собаку силой играть с какими-то собаками. Они могут просто по темпераменту не подойти. Так же, как и люди. Не все люди друг с другом могут общаться. И здесь же важно уточнить, у многих собака начинает бояться других собак и от этого проявлять на них агрессию. То есть бить то, чего боится, чтобы не быть битой. Конечно, реакцию «бей» в страхах мы запрещаем. Видео про страхи было на канале, советую посмотреть. Но точно так же мы должны адаптировать собаку. Также могут быть любые другие проблемы у собаки с другой собакой. Отдельно мы разбираем страхи и отдельно мы приучаем собаку не убегать от других собак. То есть нужно объяснить, собаки другие, они просто есть. Не надо
надо их жрать, не надо от них убегать, они просто есть. Ну и с точностью наоборот, если ваша собака наоборот слишком радостно бежит к другой собаке, сломя голову через дорогу и вообще абсолютно все равно, что там вокруг происходит, наоборот, это тоже поведение плохое. Любой нормальный дрессировщик вам скажет, что заниматься с собакой нужно с самого раннего возраста. И точно так же социальная адаптация с раннего возраста подразумевает также правила, ограничений и требования. Не надо давать собаке зацикливаться на каком-то одном веселом бобике, условном том же самом, или наоборот бегать каждому бобику-тузику. С некоторыми собаками невозможно играть. Ну то есть они могут быть агрессивны, они могут быть больны, а ваш щенок этого может не понимать. И ваша задача всегда следовать правилам социального поведения. И здесь стоит упомянуть про первое знакомство щенка с другими собаками. Не надо, конечно же, бежать ко всем собакам в кучу. Ваш щенок может сильно перепугаться, когда на него куча собак налетит и напугает. Вы можете выбрать одну такого же щенка, вы можете выбрать одну спокойную собаку и познакомить с ней. Когда щенок начнет вести себя более уверенно, вы можете знакомить его с другими или большим количеством собак. Это частая ошибка, что щенка сразу знакомит с каким-то не то чтобы грубым псом, а просто в целом собака, которая играет намного грубее, чем может себе позволить щенок в раннем возрасте. И щенок начинает после этого бояться и остерегаться. Ну и наоборот, точно так же, ваша задача все-таки стремиться познакомить собаку, вашего щенка, с разными собаками. То есть здесь нужно смотреть непосредственно по щенку. Не надо бояться знакомить собаку. Но точно так же вводите правила, ограничения и требования при знакомстве. Те же самые поводочные команды «стой, пошли, не тяни», те же самые запреты, если вдруг у вас щенок, к примеру, какая-нибудь грубая собака, которая играет очень жестко, но это остается игрой, и она начнет жрать другую собаку. Что мы делаем? Правильно, также запрещаем. То есть к этому моменту уже хорошо бы, чтобы вы дома все это проработали. Или точно так же, выходя на улицу, на первых прогулках, на первых самых выходах, не стремитесь бежать к другой собаке в парк. Это очень тоже частая проблема. Собаководы такие: ну вот, у нас завтра прогулка, мы пойдем в парк. Куда? Зачем? Зачем щенка сразу вести туда, где он может перепугаться большого количества эмоций? Ему в целом выход на улицу уже является большой проблемой. У меня также было видео на канале «Первая прогулка», где я конкретно рассказывал, как мы стараемся выводить собаку в первый раз. Конечно, все может быть далеко от идеала. Конечно, вы можете выйти, на вашу собаку какой-нибудь веселый лабрадор прыгнет и начнет играть в вашего щеночка маленького, и он перепугается. Вы не можете подстраховаться абсолютно от всего. Ваша задача не стремиться бежать в толпу собак, и ваша задача стремиться искать подходящих по темпераменту вашему щенку. Либо таких же спокойных щенков, либо также взрослые собаки, но которые спокойные, не играются постоянно, не жрут со всей силы и ведут себя очень аккуратно и осторожно. Здесь еще важно упомянуть как раз-таки тему поводка, что при знакомстве мы стараемся поводок держать в расслабленном положении. Дополнительное натяжение поводка может проявить дополнительное напряжение в поведении собаки. То есть собака может вести себя менее естественно, потому что вы чувствуете этот дискомфорт в шлейку, в ошейник принципиально никакого значения не имеет. Сам факт натяжения в этот момент амуниции сильно будет напрягать собаку. Ну или, по крайней мере, может напрягать, и собака будет вести себя не так естественно. Точно так же игру можно иногда останавливать, ставить на паузу, то есть чтобы собаки, допустим, попили, когда они бегают, прыгают, конечно же, они нагреваются, им надо попить в это время. А щенки такие веселые, что они могут просто забыть попить. Это нормальное дело для щенка. Поэтому поставить на паузу, взять собачку на поводочек, отойти, пройтись кружочек, чтобы они немного угомонились, немного успокоились. Знакомство с другими собаками не имеет определенного одного алгоритма. Подошли, наклонились или еще что-то подобное. Собаки могут знакомиться, играться и здороваться и беситься по-разному. И это нормально. То же самое, что мы от людей будем требовать абсолютно одинакового поведения. Это невозможно. Даже более того скажу, в разных странах, городах или в разных местностях люди ведут себя по-разному. И точно так же ведут себя собаки. Они полностью адаптируются под те обстоятельства, в которых они находятся. И это и есть социализация. И здесь же я упомянул косвенно одну из важных тем — сигналы тела. Они могут быть абсолютно разные у разных собак в разных обстоятельствах. Многие смотрят на хвост или на холку. Особенно виляет хвостом, значит добрый. А вы знали, что при агрессии собака также виляет хвостом? Да, немного по-другому, но это нужно в наблюдениях, в количестве повторений увидеть, в чем отличия заключаются. А не просто чуть более напряженно или чуть более размашисто. Ни в коем случае. Вы свою собаку должны знать, потому что собаки также хвостами виляют по-разному абсолютно. По породам, по предрасположенностям и так далее. Поэтому все эти сигналы, напряженная холка, виляние хвостом, это
может быть сигнал просто напряжения. Представьте себе бизнес-встречу, вы пришли лично на какую-то важную для вас бизнес-встречу, вы напряжены. Если бы у вас был бы хвост, он был бы оттопырен и вот так вот резко бы вилял бы. Или была бы холка, она была бы взбудоражена. Вопрос именно в том, что это сигнал просто напряжения. Это не обязательно агрессия, но и не обязательно дружба. Это сигнал напряжения. Чтобы действительно достоверно более-менее сказать, что именно собака хочет или о чем она думает, нужно смотреть на все тело целиком. Все тело показательно и демонстративно для нас, что собака хочет или о чем она думает в этот момент, а не конкретно хвост или холка. Здесь вы должны наблюдать лично за своей собакой и отбросить все стереотипы. Вы увидели, что собака напряглась, и она начала лаять 2, 3, 10 раз, значит, знаете, она так сделает и в 11 раз. Вы уже к этому готовы, вы уже можете остановиться заранее, чтобы перевозбуждение немного угасло, подальше от этого раздражителя. Вы можете наоборот отойти, походить, чтобы немного перевозбуждение спало. Вы знаете, что здесь все как у людей, точно так же перенапряжение, перевозбуждение, оно гасится плавно. Или наоборот, в некоторые моменты, если перенапряжение слишком сильно, и вы знаете свою собаку, и именно свою собаку, то вы можете просто не давать поиграться, допустим, с этим самым раздражителем. Ваша задача всегда следить за своей собакой. Нету какого-то универсального поведения у всех абсолютно собак. Вы все равно должны понимать, что собаки абсолютно разные. Общая модель поведения может быть в среднем одна, примерно как законы у людей или культура поведения. Но она также может меняться от человека и от собаки. Вы делаете под себя собаку и делаете из нее то, что вам именно нравится. А собака, поверьте, подстроится под любые ваши приключения и загоны. Вот вы будете вот так вот 1,5 часа, сидеть на снегу, хоть на теплой куртке, но все же, и снимать видео под ветром со своей собакой? Вряд ли. А для наших собак это в порядке вещей. Поэтому всегда вы подстраиваете собаку под себя. И это и есть часть социализации, часть социальной адаптации. Если бы сейчас появилась собака, наши бы собаки хотели бы туда побежать. Но я бы им подал дополнительную фиксирующую команду, и они бы продолжили лежать в этот момент. Они бы не побежали. И потом бы я им сказал «гуляй», и они бы побежали к той собаке, если бы она, собственно, была бы. И точно так же, как и у людей, в подростковом периоде у собаки больше потребностей для знакомства с окружающим миром. Это нормальная, естественная, необходимая черта для любого живого организма. По крайней мере, для млекопитающих уж точно. Поэтому вы точно так же даете своей собаке познакомиться с другими собаками обязательно. Не нужно полностью ограничивать в знакомстве, не нужно, то есть не давать никому, чтобы собака не играла с другими. Но и наоборот, давать играть бесконечно с другими нельзя. Все должно быть в меру, нужен баланс в этом плане. Должно быть и нормальное знакомство по правилам, спокойное, культурное, но и при этом давать собаке иногда побыть собакой и не давать зацикливаться в этом поведении. И запомните, ребята, чем проще и понятнее для собаки правила, которые вы ей объясняете, они должны быть однозначные, вне зависимости от обстановки. Допустим, не бежать сразу к другой собаке, а дождаться команды «гуляй». Увидел другую собаку — команда «стой». И любые другие действия, которые вы хотите именно от своей собаки, чтобы вам было комфортно и удобно. И чем проще эти правила, чем понятнее они будут для собаки, тем лучше будет поведение ее в разных обстоятельствах и в разной обстановке. И поймите, ребят, социализация — один из важнейших пунктов воспитания собаки. Социализация помогает избежать проблем страхов, агрессии, неправильного поведения даже на поводке. Огромное количество поведенческих действий, которые могут являться плохими лично для вас.